Всем привет! У нас сегодня будет с вами очередной разговорный подкаст, и сегодня хочу поделиться таким большим инсайтом, который ко мне пришел после того, как я вернулась домой в Москву после 1,5 лет проживания. Сначала в Черногории я жила год, потом на Бали я жила полгода, плюс путешествовала так между делом в страны Европы и Азии. Я уехала первый раз в надежде найти то место, где я смогу обосноваться. Но вместо этого я нашла новую сферу деятельности, да, это дыхание, это телесная терапия. И нашла ее на другом конце света, это так вкратце описание моей истории, и вернулась домой, опять в точку ноль. По сути, в ту точку, откуда придется мне строить и планировать жизнь заново. И это уже выглядит непросто, потому что я очень много потратила средств на вот эти свои передвижения и поиски. Но факт остается фактом, приходится начинать с нуля. И вот что я осознала. Первый раз я уехала как раз зимой 1,5 года назад и сказала себе и родителям: я уеду на полгода, а там разберемся. Спустя полгода я вернулась, как и загадала, и почти сразу же уехала с тем же намерением. Я уеду на год, а глядишь, там что-то прояснится. И оглядываясь назад, я увидела, наконец-то, в этих рассуждениях мою веру в вот этого розового единорога, я не знаю, на белом коне, который спасет меня и направит в нужную сторону, и подскажет, что делать, и вообще, я не знаю, даст мне какую-то финансовую поддержку. Все эти мысли, они даже не мысли, это такой режим подсознательного, который настроен на перекладывание ответственности. И, конечно, я получила тот опыт, который мне нужен был. Но теперь, когда выбор стоит, куда двигаться дальше, я хотела уже было включить старую схему. Я уеду на пару лет. Я поняла, что я могу уехать на Бали, получить там КИТОС. КИТОС — это разрешение на работу. Оно стоит 300 тысяч рублей, да, и оно действует 2 года. И вот, значит, я уже была мысленно собрала чемоданы и уехала обратно. Но вот этот вот горизонт планирования на 2 года, и я вот это осознала, что а дальше что я буду делать через 2 года, у меня никакого нет ни представления, ни понимания, ни видения. Я, конечно, так вот резко нажала на тормоза. Еще так как я работаю на себя, я представила, что я — это компания, состоящая как минимум из 5 человек. Вот я и генеральный директор, я и SMM-менеджер, я и маркетолог, и таргетолог, я и видеомейкер. И я представила, что я говорю вот этой команде: вот сейчас мы переезжаем на год или на 2. Пусть меня спрашивают, а дальше-то что? Какие у нас планы? Какая, значит, у нас миссия компании? Куда мы вообще двигаемся? И, как бы я, как директор компании, говорю: мы как-нибудь разберемся по дороге. И я представила себе весь абсурд этой ситуации, да, когда вот этот уровень ответственности меня, как директора моей же компании, он абсолютно нулевой. Вот, и эта метафора, она тоже меня вернула к жизни и заставила меня думать по-другому. Есть потребность обосноваться где-то, и прежде всего эта потребность, она завязана на том, что вот мне нужно комьюнити. Я не могу создавать сначала комьюнити в Черногории вокруг себя, потом еще раз вернуться туда же и опять создавать заново, и потом, значит, еще раз то же самое делать на Бали, столько сил вот в это я вгрохала, и в итоге оказалась обратно в Москве. Хочется быть уже лайнером, который понимает, в какую сторону он двигается. И да, естественно, по дороге будет и шторм, будет и откат назад, будут еще какие-то препятствия, но тем не менее лайнер, по крайней мере, не меняет резко свой курс движения. Знаете, сначала мы идем на север, нет, мы перепутали, мы вообще идем на юг. Я записала этот подкаст в надежде на то, что эта мысль может быть для кого-то из вас ценной, вот так же, как какой ценной она оказалась для меня сейчас. То есть вопросы, как я себя вижу через 5 лет и через 10 лет, они стали важнее, чем вот куда бы мне уехать сейчас, а дальше разберемся. На сегодня это все. Всех обняла и до новых встреч.